О! Вот так примерно вылетел мой телефон во время видеосъемок из стедикама. С высоты примерно 1,80 м. И у него разбился экран. Хорошо, что не камера. Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, какой чехол себе выбрать для видеосъемки, чтобы ваш телефон не постигла та же участь, что и мой. Тут вы спросите, а при чем здесь чехол и видеосъемка? Какая разница, какой чехол для видеосъемки нужен? И вы знаете, в большинстве случаев, да, возможно, вы будете правы, но у меня произошло то, что я в принципе вообще не ожидал. И именно чехол сыграл в этом роковую роль. И раз уж такое случилось у меня, то вероятность того, что это произойдет у вас, я в общем-то не исключаю. Поэтому, чтобы избежать вам в будущем того, что произошло у меня, я решил сделать это видео. Ведь будет лучше, если вы будете заранее знать, что может произойти в самый неожиданный момент во время видеосъемки. Поставьте это видео на паузу и напишите в комментариях, на что вы обращаете внимание при выборе чехла для вашего телефона. Итак, меня зовут Алексей, вы на канале RST Cinematic, и на своем канале я рассказываю о том, какое оборудование выбрать для видеосъемки на телефон и какое вспомогательное оборудование приобретать для съемки на YouTube. Сегодня я расскажу и покажу, какой вам лучше выбрать чехол для видеосъемки на телефон, чтобы он вас не подвел в самый неподходящий момент. Это случилось со мной, и я не хочу, чтобы это случилось с кем-то из вас. Итак, что произошло при съемках этого видео? Это было тогда, когда я прикрутил свой стедикам к моноподу и, как обычно, вставил телефон вот в это крепление. Как вы видите, оно упругое, достаточно упругое и держит крепко. Но когда я начал снимать и поднимать телефон при съемке на высоту, то увидел, как у меня телефон, как и этот шарик из моих рук, вылетел из стедикама, из чехла, упав на землю и разбив экран. Что хотелось бы сказать. Изначально, когда я купил телефон, я взял себе вот такой вот силиконовый чехол. То есть оригинальный стоил на тот момент 45 евро, а этот всего 5. То есть он мягкий, вроде как комфортный такой. В дальнейшем, когда используешь телефон и достаешь его из кармана, со временем я начал замечать то, что когда я его беру в руки, то есть как бы вы все равно сжимаете для того, чтобы взять телефон. И происходила такая ситуация, что вот эти боковые стенки у чехла, они как бы немножко, так как чехол мягкий, стенки мягкие, и они как бы немножко выходили. То есть, нажимая на него, у меня как бы немножко телефон выпирал из них. Они как бы отходили в стороны, и если на него посильнее нажимать, то видно было, что есть вероятность того, что он вылетит. В общем, я отказался в дальнейшем от этого чехла. Купил себе на AliExpress вот такой вот чехол, он жесткий, уже как бы есть каркас такой твердый. Здесь есть резьба на нем для крепления объективов. Он достаточно удобный, и в 99 случаях он в принципе надежный. При падении у меня падал телефон с этим чехлом не раз, то есть вместе с этим чехлом, и при падении как бы он спасает. Чехол достаточно жесткий, упругий и в принципе неплохой. Но есть 1% того, что ваш телефон этот чехол просто-напросто покинет. О чем я говорю?
У этого чехла вот эти боковые грани, стенки, они мягкие, они из силикона. И даже когда вы берете Steadicam, у него вот эта вот грань, да, как бы есть стенки, чтобы телефон не вылетал, но они как бы под наклоном таким, они не жестко так вот стоят, они как бы немного таким наклоном. И когда вы вставляете чехол в это крепление, оно у вас постоянно под давлением. Крепление это на пружинах, оно постоянно давит. Так же, как и, не говоря уже о таких креплениях китайских, как вот такие вот, да, тут вообще нету граней никаких, тут нет такого барьерчика для того, чтобы ограничить вылет телефона. Так вот, даже с такими стенками, с такими вот, как бы сказать, защитными, чтобы защищают от вылета ваш телефон, тем не менее произошло то, что это крепление выдавило мой телефон из этого чехла. У меня телефон полетел на землю, и вследствие чехол тоже выдавило из этого крепления. Чехол тоже упал. Вот такая вот ситуация. В общем, мне пришлось взять, как бы я не экономил, как бы я не хотел, оригинальный чехол для своего телефона. Он сейчас стоит, конечно, не 45 евро, подешевле, но тем не менее у него вот эти вот стенки, они жесткие. Нету такого, что на них нажимаешь, они вот так вот не отгибаются, как у этого. То есть вот этого нет. Поэтому надежность в таком чехле, который более твердый и жесткий, особенно вот эти грани, стенки вот эти вот чехла. Сейчас, на данный момент, когда произошла такая ситуация, я начал обращать внимание, и посмотрев на оригинальный чехол и потрогав его здесь, пощупав, убедился, что вот эти грани, они крепко держат телефон. Он силиконовый, но с вставками поликарбоната, поэтому он жесткий. В рамках держит достаточно плотно телефон, и проблем с ним не будет. Поэтому, что бы вам хотелось сказать? При выборе чехла, прежде всего, если вы снимаете видео на телефон, обращайте внимание на эти грани, чтобы они были жесткие, потому что в любой неподходящий момент может произойти то, что произошло у меня. Вероятность, конечно, мала, но тем не менее она есть. Ну а на этом все. Я прощаюсь с вами. Если вам было полезное данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всего доброго!